И всем привет, с вами Глент, Кобяков, Серега, и вы на канале А4. Ребята, прошлый ролик с проверкой 100 мифов набрал уже больше 1 миллиона лайков. С прошлой части здесь осталось меньше, чем 100 мифов, и нам сегодня нужно будет их проверять. Суть ролика очень простая. Мы выбираем цифру, отрываем бумажку, а на задней стороне бумажки написан миф, который мы будем проверять. И как всегда, ставьте очень много лайков, если хотите еще одну часть, больше 1 миллиона. Итак, кто хочет начать? Можно я? Я уже даже знаю цифру. Пожалуйста. 40. А почему 40? Потому что мы очень ждем 40 миллионов подписчиков на канале А4. Да, это случится уже совсем скоро. Главное, чтобы каждый, кто еще не подписан, спустился под ролик и нажал на красную кнопочку подписаться. Совсем скоро 40 лямов, ребята! Итак, что ждет под этой цифрой? Каждый сможет поднять штангу весом 100 килограмм под водой. О, да, кстати, у нас сегодня подготовлен бассейн. Поэтому мифы под водой мы сегодня тоже будем проверять. Капец, я не верю в этот миф. Я сам 50 килограмм вешаю, и мне надо еще в 2 раза больше под водой и поднять. Под водой реально все становится легче. Но чтобы 100 килограмм поднять, невозможно. Я тоже не верю. Ладно, давайте проверять. Серега уже готов к погружению. И посмотрите, вот наша штанга на 100 килограмм. Вот. Я взял газовую горелку, чтобы доказать вам, что это вот не пластик, это настоящий металл. Смотрите, видите, не плавится, ему вообще пофиг. Блины у нас прорезиненные, я вам не могу доказать. Поверьте, это правда 100 килограмм. Я не могу ее поднять вот на земле вообще из кулечки. Ну чё, понесли в бассейн? Несите. Давай помогай. Я не знаю, мужики. Давай, бери. Раз, два, три. Давай, бери. Итак, я буду фиксировать этот рекорд Гиннесса. У меня вот тут есть такая GoPro-шка. Серега уже в воде. Штанга, кстати говоря, тоже. Вот, посмотрите. Опа. Ну что, Серега, твои ставки поднимешь или нет? Я думаю, что нет, до сих пор, по-прежнему. Я практически уверен, что он не поднимет. Я готов фиксировать рекорд. Серега, можешь пытаться поднять. Так, главное, чтобы мне хватило воздуха. Итак, Серега, тяжелоатлет, выходит на ринг под водой и... Так, попытка. А чё воздух уходит, а штанга не поднимается? Вообще нет. Вообще нет. Я 3 попытки сделал. Ладно, еще раз. Вообще, эта лягушка ничего не может сделать. Вот на стоечку, мне кажется, поднял. Вот на стоечку. Это не считается. Поднять это хотя бы на сантиметров 15-20. Не работает, получается. Миф звучит так, что любой может поднять 100-килограммовую штангу. Но, как мы понимаем, не любой, потому что Серега не смог. Кобяков хотел попробовать. Кобяков сказал, что у него получится. Я в тебя верю. Смотри, я поздоровее, чем Сергей. Вешу раза в 2 больше, поэтому 100% подниму ее. Итак, Кобяков готов. Я хочу это увидеть. Я верю, что у Кобякова получится. Погнали. Нырнул. Красная голова нырнула. Итак, есть. Нет. Да я не верю. Кобяков не может поднять штангу. Вообще невозможно, она просто стоит на месте. Тогда миф разрушен, переходим к следующему. Пока пацаны сушатся, я буду проверять мифы 1. Я хочу выбрать номер 97. В принципе, хорошая циферка, давайте ее возьмем. Так, что-то написано: если с 2 концов взяться за спагетти и начать ее сгибать, то ее невозможно разломать пополам. В мифе говорится о том, что спагетти не разломается на 2 ровных части. Она будет крошиться там на 3, на 4, на 5 частей, но на ровные не поломается. То есть пополам не будет. По-моему, у меня в жизни был опыт, когда я так делал и ломалась напополам. В принципе, для мифа ничего такого особенного не нужно. Идем за спагетти. Итак, спагетти на месте. Прям запечатанные, чтобы не было никакой подставы. Вот так вот открываем и достаем одну спагеттину. Ваши ставки, получится или нет? Все, я беру с 2 концов и ломаю. Вот смотрите. Стоп. Почти. Хорошо, стоп. Теперь это уже интересно. Я думаю, что она хотя бы на 3 части разломается. Изи. Получилось. Посмотрите. Да и вообще, вот так вот на глаз спагетти сломать пополам тоже невозможно, мне кажется. А тут максимально приближенно к этому. Я думал, что, знаете, типа вот так вот разломается, потом вот так, и все разлетится. А нет, все-таки это миф, который я разрушил. Пацаны еще там сушатся, эти красные волосы Кобякова, мне кажется, сохнут 13 лет, реально. Я не собираюсь останавливаться и буду проверять лайфхаки дальше. 26. Опа.
ты обязательно поскользнешься на шкурке от банана. О, ребята, это просто моя тема. Я обожаю смотреть мультики, и во всех мультиках эти персонажи идут, подскальзываются на этой шкурке от бананов, и меня всегда это бесило. Но это же просто невозможно. Давайте это проверим. Итак, мы всем А4 продакшеном фармили вот эти вот шкурки от бананов. Посмотрите, сколько их. Было очень трудно, но мы справились. Реально, посмотрите, похоже на кадр из мультика. У меня здесь все подготовлено еще и для безопасности. Я взял наколенники, налокотники, шлем. Короче, будем проверять по полной. Вообще, раньше я в детстве думал, что вот эти вот всякие наколенники, налокотники, это вообще такая, типа, туфта. Это не круто, но на самом деле безопасность превыше всего. Поэтому скоро лето, будете кататься там на роликах, лучше наденьте налокотники, наколенники. Все, я готов проверять этот миф. Пройду сначала просто в носках. Обычная походка. Все, я модель, иду на вас. Ого, там было что-то. Подождите-ка, вот реально где-то вот в этом моменте случил, я чуть не поскользнулся. Проверяем еще раз, все, начинаю идти. Это реально работает без приколов. Так, стоп. Это что такое? Я такой иду, кожурка от бананов. Я не ожидал. Понятно, что оно работает не так, как в мультике, что прям уже вот так вот падаешь, но подскользнуться и разложиться можно. Вот что вы понимали, я вот так вот наступаю, и оно... Вот, смотрите. Короче, поскользнуться можно, это не миф, а правда. Так, давайте я сделаю себе вот такую вот дорожку. Оп, вот. Посмотрите. Спокойно. Вот, направо. Вот теперь точно это не миф. Пацаны сухие, теперь ваша очередь. Выбираю цифру 27. С помощью стакана можно подслушать, что говорят в соседней комнате. Через стенку типа? В фильмах так делают. Мне кажется, это вполне возможно. Пойдемте проверять. Ну что, у меня есть стакан, пацаны закрываются в комнате и будут там что-то говорить. А я попробую их послушать через стенку. Пацаны, я готов слушать. Продолжаем придумывать клички для Кобякова. Он... Забор. Он колдеха. Колдеха? Ой, он, конечно, Почему обыватель. нет? По-моему, справедливо. Колдун. Он красноперый. Щербуха. Он щебень. Ну, пока что ничего не работает. Я слышу только какие-то отдельные звуки, но это не похоже на слова. Это скорее бас какой-то, и там надо догадываться. Из всего, что они говорили, я понял только слово «так». Чтобы вы убедились, вот, можете сами послушать. Так, Кобяков, я знаю, идеально это мамонт. Нет, он подхолодник. Так, как Кобякова можно еще назвать? Ну, он бескомментарный. Бескомментарный, нормально. Потому что у него нет комментариев. А вы вот реально напишите комментарии для Кобякова у нас под роликом. Только для Кобякова, это чисто Да. посвящается ему. Кобяков, и вот, что хотите, пишите. Можете написать, что он там красавчик, наоборот, мамонт, или дед. Или Короче, новую классик. кличку придумаем. Что хотите, пишите. Вот вам челлендж на сегодня. Напишите комментарии для Кобякова. Ну, как вы поняли, миф разрушен. Пацаны, миф разрушен. Че, не слышно? Вообще ноль. Ну и повезло. Вы нам такое говорили. Это что вы там говорили? Ну, в ролике увидишь. Погнали следующий миф проверять. Или в комментариях. Итак, моя цифра будет 56. Так, о, прям рядом. Ого. Так. Электричество можно вырабатывать, крутя педали велосипеда. Факт, это правда. А, ну да, кстати, я в деревне катался на таких велосипедах. У них еще мини-моторчик к колесу прицеплялся. А как это возможно? Ну вот сейчас Серега будет показывать. Покажем. Итак, для того, чтобы доказать этот миф, у нас есть велосипед, вот такая конструкция. Это у нас моторчик от вентилятора, обыкновенного, который у вас дома стоит. Но вы не разбирайтесь ни в коем случае, это мы проверяем. Здесь у нас тут провода, провод идет в аккумулятор, а от аккумулятора в лампочку. А я буду, грубо говоря, вот так вот брать и включать эту лампочку. Не переживайте, все супер безопасно, все проверено, изоляция, все хорошо. И здесь достаточно слабый ток, низкое напряжение. Короче, все безопасно, давайте проверять. Итак, я сажусь за велосипед. Тихо. Это батя на велосипед. Ой-ой-ой. Держи меня, Кобяков, я Все, наклоняюсь. отпускаю. Итак, я начинаю крутить педали. Медленно пока, медленно. Педаль крутится, и я пробую прислонить. С первой лампочкой не получилось. Мы надели на Глента перчатки. Пробуем со второй. Серега крутит и... Горит! Смотри. Офигеть! Работает, Серега! Конечно, работает, ё-моё.
Можете попросить у родителей провести такой эксперимент, только под присмотром взрослых. А мы можем идти дальше, это не миф, это правда. Из любого моторчика можно выработать электричество. Теперь я выбираю циферку. Так. О, смотрите, вот одинокая, 81. Итак, что же миф нам принесет? С помощью лазера можно лопать воздушные шарики. Вот, кстати, в это я не верю. В фильмах такое происходит, а реально в жизни, ну какой бы лазер у меня в руках не был, он не лопает. А я видел видос в ТикТоке, как лопают. А, да. Очень мощным лазером. ТикТок, смотри, вот с помощью магии можно исчезнуть. И что произошло? Пожалуйста. Потому что это может быть монтаж, 100%. Давайте проверять, реально интересно. Итак, посмотрите, сколько у нас шариков. И, конечно же, у нас есть этот сверхмощный мега-лазер. Я такого никогда не видел. На самом деле, не ожидал, что он будет таким. Выглядит как джедайский меч, кстати. Мне кажется, даже такой мощный лазер вряд ли сможет лопнуть шарик. Это типа, ну, серьезное заявление. Посмотрим, сколько он сможет лопнуть. Чуть подальше. Готовы? Не верится, но я лучше вот так вот. Ого! Ого! Я вырубил! Вы видели? Так быстро! Давайте еще. Как два пальца об асфальт. Офигеть! Ну я же говорил, я такое в ТикТоке видел. Поэтому миф не миф, это работает. Так, эту штуковину лучше я отложу. Моя очередь, выбираю цифру 20. 20! Стекло можно склеить с помощью воды. Так, звучит уже странно. То есть как, вот так вот склеить? Навсегда. Надо проверять, надо проверять. Итак, у нас есть стекло, у пацанов есть вода. Сейчас я попрошу вашей помощи, вы мне должны налить на стекло воды. Приспособление выглядит круто, но мне кажется, вряд ли сработает. Наливаем воды. По всей площади, чтобы хорошенько приклеилось. И чё? И теперь приклеиваем. Что ты приклеиваешь? Это невозможно приклеить. Что за бред? Ты просто намочил стекло. Ну все, приклеилось. Не приклеилось, не верю. Смотри, Бред. Просто вода. реально, все, работает. А, опусти ручки. Ну давай, да ну нафиг. Монтаж. Это какой-то монтаж, не может быть. Никакой не монтаж, смотри. Попробуй потяни, ну-ка. Ну, не настолько крепко, но все равно свой вес она выдерживает. Получается, миф работает. Работает! Моя очередь, и я хочу выбрать циферку 72. Пускай будет она. Опа, шарик с водой не лопнет, если его подпалить. Не, ну логично, вода ж внутри, огонь тушит. И чё? Да не, это бред какой-то. Да нет, я верю. Он не лопнет. Пойдемте проверять. Итак, вот шарик с водой, она достаточно холодная, но, ребята, мне кажется, что вот здесь-то мы поджигаем, огонь идет, резина плавится и взрывается. Что Вода сразу же охлаждает шарик. Мне кажется, это бред. Полностью согласен с Серегой. Я поджег. Итак, смотрите. А что такое? Да не может быть. Не лопается. Чё за бред? Это нереально. Резина чисто коптится, но не лопается. Слушайте, а шарик-то на самом деле очень теплый, но он может взорваться. Давайте горелкой попробуем. Сейчас принесу. Насчет горелки у меня есть сомнения. Ага. Так, держи. О, горелка уже посерьезнее. А ну-ка. Ну, а вы говорили, не сработает. Да я уверен, и зажигалкой бы сработало. Просто надо очень долго было бы стоять. Да. Ну, миф такой, знаете, 50 на 50. Я ставлю печать, работает. Ладно, соглашусь. Миф подтвержден. Моя очередь, выбираю цифру 31. Ну-ка, что там у тебя? Мыльный пузырь замерзает в морозильнике. Ну, логично, это же вода. Как? Он лопается от всего. Не знаю, даже не могу себе это представить. Надо проверять. Погнали. Так, надуваем пузырь. О, Так, держи. Теперь аккуратненько засовываем в морозилку. да не, ну это вообще ненадежно выглядит, чувак. Аккуратненько ставим. Закрываем. Не, я в это не верю. Вот вы видели, как он выглядит? Он сейчас там лопнет 100%. Оставим это на час. Погнали? Погнали. Ну что, прошел час, смотрим результат. Мне кажется, нифига не получилось. Лопнул? Не лопнул, мол, смотрите, замерз. Чуть поздулся. Ну, все равно. Это мыльный пузырь. Вот смотрите. Тает. Офигеть. Это получается, мы создали огромную снежинку. Получается, миф, это не миф, а правда. Подтвержден. Круто. Идем дальше. Моя очередь выбирать, и я уже знаю свою цифру. 83. Я ее давно заприметил. Оп. Чувствую здесь что-то интересное. Зеленку невозможно отстирать от одежды. Я, по-моему, астировал. тоже. Вспомните, мама всегда говорила, не подходи к зеленке, ни в коем случае. Не, это точно нужно проверить. Мне кажется, это все-таки миф. Ну, проверим. Итак, Белая футболочка. Зеленка и тот самый человек, который вымазывает вещи в зеленку. блин, не хочется это видеть. Вот. Мне кажется, это уже невозможно отмыть. Все, этой майки хана. Измазался, все, весь измазался. Ну все, иди стирай. Так, теперь мы берем ватные диски и спирт. Муравьиный спирт. Блин, 4 продакшн подготовился. Где они такое нашли? Мама, смотри, вот, посмотрел. Все отмывается. Ага, да. Мне кажется, это только хуже делает. Как?
Вот спирт. Да. Зато таким способом можно покрасить футболку в зеленый цвет. Вот так вот, если разводить, она потихонечку красится. Предлагаю сходить в ванную и попробовать все это хорошенько так затереть, прям прополоскать. Этот муравьиный спирт, ну, звучит так, как будто это может что-то сделать. Уже начинает потихонечку он расходиться. Держи, иди проверяй, я просто посмотрю. Итак, вот у нас есть вода. Замачиваем. Это обычная вода, я в ней замачиваю футболку. О, кстати, ну смотрите, здесь уже белее. Делаем вот такие движения. Оп, оп. Вот. А давай попробуй еще муравьиного этого спирта. Сейчас чуть потрем. Пробуем на эту ядреную местечко. Ну-ка, добавим спиртика. Давай. 3. Лоу, белеет. Или мне кажется? Белеет немножко, смотри. Как будто бы процесс движется к белому цвету, но где-то затык есть. Попробуй налить еще сюда вот так. Прям вот, давай на это место. Вот самое яркое. Стоп, не весь потратить. И теперь как-то надо так вот... Сейчас проверим. Вот там был четкий контур зеленки. Итак, вокруг да около. Честно, победителей здесь нет. Ну, мне кажется, если часа полтора посидеть так вот потереть, такие действия продолжать делать, она станет, ну, почти белой. Короче, миф, ну так, 50 на 50. Давайте согласимся, что полтора часа ради какой-то футболки. Но зеленку отстирать можно. Так, кто следующий? По-моему, я. Погнали. Итак, я выбираю циферку... Так, 9 или 8. Девятку. Я не достал. О, ну тут прям заявочка. Я сразу вот так вот разуваюсь. О, басики? Невозможно ездить на велосипеде под водой. Возможно. Реально, я вот почему-то думаю, что возможно. Я как человек, который побывал под водой и тянул штангу, ну там очень тяжело двигаться. Ты будешь всплывать. Ну или просто будешь на месте падать. Давайте на подсрундель, что у меня получится. Я проеду. Вот 2 метра я точно проеду. Давай. Без проблем. Не, я с одним только спорю, подождите-ка. Мало ли не получится, но я почему-то думаю, что получится. Погнали в басик. Ну что, Глентик, ты готов? Конечно готов, посмотрите на мой аппарат. Как вам? Залетай. Так интересно, кто из вас получит подсрульник. То я уверен, Глент, там невозможно держать равновесие. Да почему? Возможно, я уверен. А еще в колесах есть воздух, и он будет всплывать. Да ничего не Да всплывает. ничего, BMX-то тяжелый должен быть. Смотрите, воздух идет. Ну это, наверное, в трубы вода затекает. Итак, поехали. Так, спокойно. Я еду под водой на велосипеде. Ага, под водой. У тебя Не-не-не-не. координация работает, голова над водой. Хорошо, сейчас нырну поглубже, но сам факт, что все-таки как в GTA San Andreas получилось. Блин, ну пока да. Теперь тест прям полностью под водой, чтобы было уже все честно. Давай, ныряй. Так, сначала мне нужно погрузить лясик. Ну, я, в принципе, вместе с ним, наверное. Погрузился. Давай. Куда едет? Едет! Куда он едет? Я еду! Прошу переиграть. У тебя был толчок вниз. Давай с места, вот с места. Да ты надоел, Серега! Сейчас, блин, глаза печет. Давай. Ну-ка. Крутит педали на месте и упал. Так, ну эта попытка не была засчитана. Нет? Ну я же чуть-чуть проехал. Не, у тебя просто заднее колесо взлетело и начало на месте. Ах вы, ладно, сейчас. Надо просто нормально его поставить, да это возможно, я вам отвечаю. Пацы, мне не понравилось, что он проехал. Сейчас наберется воздуха, он пошел под воду и ставит ногу, вторую. Едет. Ну-ка. Как? Да как? Как он едет? Получилось! Как ты ехал? Ты... Серега, ты проиграл. Блин, хорошо, что он со мной не поспорил. Ну, Серега, ты получаешь подсрульник, Глент, ты красавчик. Ну, а я подтверждаю, что миф разрушен. Погнали, пока Глент переодевается, дальше проверять мифы. Так, что же выбрать? Выберу 51. Что тут? Утюжком для волос можно выпрямить доширак. Это тот, который уже заваренный, да, такой, ну, тянущийся. Ну, доширак похож на волосы, поэтому мне кажется, это возможно. Интересно посмотреть. Погнали. Итак, у нас есть утюжок для волос. Ну и вермишель. Я предлагаю брать небольшие пряди и вытягивать. Так он уже почти прямой. Сильно не нажимаем, чтобы не порвать. Порвался. -1. Ну вот это вот тянем, смотри. А вообще, где это может пригодиться? Зачем? Ну, к примеру, для красивой подачи блюд. Это тебе как повар говорит. Так существуют просто ровные длинные макаронинки. И кто вообще будет красиво подавать роллтон? Ну, не знаю, можно это считать выпрямлением или нет? Смотри, здесь она кудрявится, а здесь нет. Походу, работает. По одной. А если взять сразу много?
Мне кажется, ты их поджаришь сейчас. Ну, а сразу много не работает. Ну да, они слишком легко рвутся. Теоретически это возможно. Ну как бы и практически, но только по одной. Да и вообще, зачем портить утюжок для волос и выпрямлять макароны? Лучше их поесть. Согласен. Ну, получается, миф разрушен. Ну, да. Я выбираю циферку 66. Страшное число. Туалет — самое грязное место в доме. Это, мне кажется, факт. Объективно. Потому что туалет, когда моют, их моют, ну, типа, химическими веществами, и самые сильные бактерии остаются там. А мне кажется, самое грязное место в доме — это прихожая. Ну, потому что ты с улицы приходишь, снимаешь обувь. Да нет, тут дело про бактерии, а не про грязь. И я видел, что у А4 Production есть специальный прибор. Пойдемте проверять этот миф. Для проверки этого мифа нам понадобится вот такое вот устройство. Называется оно люминометр. И унитаз. Да, мы проверяем сейчас туалет, так сказать. Подержите. Достаем палочку, она абсолютно стерильная, только что вот ее достали. И начинаем вводить там, где, например, мы чаще всего трогаем руками. Например, вот здесь. Крышку, да, когда вот надо поднять. Вот где-то вот здесь мы ее поднимаем. Вот тут вот проводим. Собираем, так сказать, все бактерии. Здесь еще немножечко. А там проверять будем? Нет, там хватает еще. На сидушке, на сидушке. А, сидушку, да, сидушку надо проверить. Вот, сидушечка. По сидушечке все пошло. И теперь засовываем все это дело обратно и ломаем вот эту вот палочку. Все, жидкость пошла. Немного трясем. И вот сюда вот засовываем. Погнали. Оп. Есть. Нажимаем ОК и ждем показателя. И, конечно, нужно подождать 15 секунд. Вообще, есть какие-нибудь нормы там? 72 — это норма. Ну, это норма. Ну, я слышал, до 100 это вообще норма, а после 100 это уже все. 253 в туалете. Ну, грязновато, то есть больше 100. Здесь нарисован крестик, значит, что все, ну, плохо. Окей, с туалетом разобрались. Теперь пойдемте в какое-нибудь другое место проверим, ну, для сравнения. Прихожую. Погнали. Итак, мы в прихожей. Здесь нас сегодня много, как вы видите, по обуви. То есть в дом прям нормально так ходили. Давайте все проверять. Так, берем нашу палочку и что? Ну, чаще всего мы трогаем ручку в прихожей. Вот, собираем это, собираем замочек. Так, что еще? Вешалку. Кобяков, принеси любую вешалку. А я еще пока хочу проверить вот такой вот сенсорный экран. Ну, тоже домофоном вот таким мы часто пользуемся. Собираем здесь. Вот здесь следы вижу, на стекле. Ну, стеклом. Ну ладно, возьмем еще тоже стекло на всякий случай. Справедливо. Здесь тоже соберем, вот тут. Собираем прям максимально отовсюду, чтобы было объективно. То есть туалет мы тоже, извините меня, проверили очень досконально. Нашу палочку возвращаем на место. Делаем вот так. Трясем. Хорошенько, блин, ну. Итак, засовываем. Момент истины. Самое ли грязное место в доме — это туалет. Все, сейчас через 15 секунд узнаем. Итак, ребят, 249. Но это меньше, чем в туалете. Все такое антисанитарное. Ой-ой-ой. Ничего не хочется трогать. Короче, ну по факту миф подтвержден, потому что в туалете вот этих частиц было больше. Я пойду мыть руки. Все, миф подтвержден. Я хочу взять цифру 24. Садовый опрыскиватель можно использовать вместо акваланга. Что такое садовый опрыскиватель? Сейчас увидишь, пойдемте проверять. Вот такая вот конструкция. Вот сюда накачивается воздух и создает давление. Вот в такую вот маленькую баночку воздуха влазит где-то 5 таких банок. Ну, это как акваланг. В принципе, возможно, но мне кажется, реально разность давления не позволит. Погнали. Погружаюсь. Грузись. Давай. Блин, Кобяков, ну не пари миф, да он работает. Объясняю. Слишком тонкая струя воздуха, его очень мало. Хорошо, Кобяков, давай я буду поддавать давление, а ты там дышать. Погнали. Окей, давай попробуем. Попытка номер 2. Погнали. Давай, Кобяков. Подам воздуха, Кобяков, не вылазь. Еще будь, Кобяков, да это работает. Все, миф подтвержден. А теперь смотрите прикол. Все, закончился воздух. Ну чё? Ты зачем клапан закрыл? Ну все, мы подтвердили миф, ты там можешь хоть час провести. Все работает. Работает. Итак, я возьму цифру 70. Итак, одежда под гидрокостюмом не намокает, если нырнуть под воду. Звучит логично, гидрокостюм очень плотно прилегает к телу. Соответственно, он не пропускает воду. А мне кажется, наоборот, он пропитывается водой. Но я не знаю, как работают гидрики, надо идти проверять. Вот этот гидрокостюм сейчас окажется на мне. Это такое противное чувство. Это как подштанники надевать. Кстати, я еще не получил от тебя подструнник. О, кстати, да. Давай. Ну, заслуженный, хороший, смачный подсрундель. Ну, все, иди. Доверяю вам мои очечи. Давай. В носках. Он в носках спускается.
Отправляюсь в путь, вернусь сухим, но не обещаю. Так, ой-ой, я, кажется, описался. Или это вода? Ну все, ты побыл, выходи, выходи, показывай костюмчик. Проверяем. Ну, секрет. Слушайте, ну здесь не промок. Здесь суховато. Здесь не промок, здесь не промок. Слушай. Вот единое сухое место. Короче, как-то странно. Ну, непонятно, как подвести итог. Вроде здесь сухое, но вроде... спина? Спина у тебя, братишка, вот... Ну, не очень. Скорее всего, миф все-таки разрушен. Так, иди сушись, а я пошел выбирать миф для себя. Пацаны, пока сушится, я выберу себе миф. Я хочу проверить что-нибудь. Давайте выберем, 63-го. 6,3 АМГ, все дела. Так, короче, невозможно сделать глоток, стоя вверх ногами на руках. Ну, почему? Глотательный рефлекс. По логике еще, я просто делаю... И все, возможно. Погнали проверять. Короче, Кобяков, ты должен помочь мне опровергнуть миф. Я сейчас становлюсь вверх ногами, ты просто подаешь мне стаканчик вот с водичкой, и я вверх ногами делаю глоток. Это возможно, можешь меня даже не переубеждать. Окей, давай стакан. Опа. Готов? Да. Пей. Ой, получилось, ну что-то очень плохо. Да еще один. Все, уйдите. О, это возможно, только меня чуть поташнивает. О, блин, так лучше не делайте. Состояние я не хочу больше. Окей, миф разрушен, но так лучше не делать. Я сейчас вернусь. Выбираю цифру 15. Блин! Что такое? Невозможно выпрыгнуть из воды. Я только высушился и сразу опять в бассейн. Отлично, это очень хорошо. Ну пойдем. Ну чё, проверим этот миф? Погнали. Фу, для начала я начну выпрыгивать из воды с самой первой ступеньки. Выпрыгнул? Еле-еле. Ничего не еле-еле. Давай отсюда, мне кажется, ты уже даже отсюда не выпрыгнешь. Нифига себе. Идем дальше. О, здесь уже выше колена. Это посложнее. Ты чё меня... Опа! Кобяков разложился, легенда. Жить. Ну что, с 4-й ступеньки давай, Кобяков. Не, ребята, это достойно лайка. Так, следующая ступенька. Ой, я уже страшно смотреть, Кобяков. Давай, ну попробуй. Получится? Походу нет. И... Нет, без вариантов. Он даже колено выше воды не поднимает. Получается, что миф правда. Выпрыгнуть из воды невозможно. Ну, если зашел хотя бы по пояс. Короче, мы сегодня проверяли мифы целый день. Уже потемнело. Предлагаю на сегодня последний миф проверить. Это должен быть мой миф. Ну, блин, ну давай поспорим. Ну, это все-таки последний миф. Ну, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, давай. Раз, два, три. Блин! Так, хорошо. Мне достался последний миф, и я хочу выбрать себе... О! Давайте напоследок возьмем самую последнюю цифру. 99. 99-й миф. Итак, если на обувь распылить водоотталкивающий спрей, то можно пробежать по воде. Чего? Не, ну звучит логично. Водоотталкивающий. Значит, отталкивает. Да нет, нас просто затроллило 4 Production. Я уверен, что это не сработает. Просто нас захотели заскамить, чтобы кто-то из нас лишний раз намочился. А прикинь, сработает. Не, если это сработает, все, я просто офигею. Погнали проверять. Итак, вот, собственно говоря, кроссовки были на 4 Production, я вам отомщу за это. А теперь я беру вот эту вот штуку и покрываю ею кроссовки. Короче, вроде все. Уже даже толком ничего и нету. Давай. Проверочка. Проверочка. Видите? Как в гусе вода. Не, ну отталкивает хорошо, но я не верю. Я просто зря мочусь. What the hell? Ладно, все, давай. Я побежал. Мне вон туда, мне домой. Знаете, возможно, спрей все-таки на секундочку дал этот эффект, потому что я так сильно шлепнул ногой по воде, но это на долю секунды, вот прям на такую долечку, что это даже не считается. Йоу, пацаны, что я пропустил? Да гляньте-ка, с ума сошел, думал, по воде пройдет. Я прошел на миллисекунду. Ладно, ребята, на сегодня мифы закончены. Реально, уже поздно. Если вам реально сильно понравится этот ролик, мы снимем еще одну часть. Но вы должны его прям максимально залайкать. Ну а нам пора заканчивать. Ставьте лайки под этот видос, подписывайтесь на этот канал, пишите свои комментарии. С вами был Глент, Кобяков, Серега. Всем пока!